Итак, друзья, привет! Первая часть нашего урока, вступительная, так скажем, да, мы учимся рисовать карандашом. Эскизы, в данном случае фрихенда, которые потом мы будем переносить вот на этот наплечник. Выбирайте себе наплечники, выбирайте себе палитру, это может быть наплечник, может быть все что угодно, что у вас есть, на чем вы будете рисовать. Я буду рисовать вот на этом наплечнике. К сожалению, я не нашел нормальный наплечник, пришлось хасидский взять, здесь дырка есть. Надо будет подзамазать это все. Ну ладно. Итак, что такое вообще эскиз? Да для чего он делается? Карандашом. Я их себе рисую для того, чтобы потом представлять, что у меня будет за рисунок. Как вы видите, их много может быть, разных. Когда я ищу, чтобы нарисовать, я перелопачиваю много информации. Вот это вот я рисовал на железном воине. Заказчик не захотел бионику, я убрал лицо, оставил только маску. Вот этот вот эскиз, например, вы видели на Титане Warhammer Сарказм на поноже. Это не состоявшийся для волка. Итак, у нас будет эскиз черепа. Достаточно простая вещь. Пересмотрев ряд учебников, которые учат вас рисовать череп, я понял, что тяжело будет вам научиться, если вы будете пользоваться этим учебником. Я вам придумал простую схему, более простую схему, как нарисовать череп. Вы берете несколько таких листочков и тренируетесь. Что мы делаем? Мы рисуем сначала с вами окружность. Учитесь рисовать окружность. Она может у вас быть не совсем круглой. Нам нет задачи сделать прям идеальный круг. Просто это тренировка руки. Потихонечку можете на кругов нарисовать целую кучу вот здесь вот. Рядом, пускай он будет не очень ровный. Еще один там круг. Побольше, поменьше. Маленький круг можете нарисовать. Следующий шаг. Примерный центр круга. Делим его напополам. Отступаем, чтобы были две одинаковые полоски. Делим еще пополам. Две части. И здесь точно так же. У нас получается 1, 2, 3, 4 части круга. Берем к последней и рисуем прямоугольник. К этому прямоугольнику рисуем еще один прямоугольник. И с этой стороны. Здесь мы рисуем две трапеции. Одну здесь, одну здесь. Здесь мы рисуем треугольничек. Вот такая вот картинка у вас получается. Пока череп смешной, но это ничего. Начинаем прорисовку. Что у нас? Это вот у нас зубы будут, да? Зубы. К ним нужно добавить вот такие вот вещи, потому что уходят они еще и в бок. У нас жевательные зубы есть. Сводим плавненько, скашивая с этой стороны и с этой стороны, скашивая углы. Здесь есть такой отросточек, не помню как называется. Рисуем дугу, которая будет у нас, не забывая про отросточек, окаймлять нашу глазницу. Округляем глазницу, эту тоже округляем. Сразу можно нарисовать темные части этой глазницы, заштриховать. Дальше у нас нос. Я иногда рисую такие вот бровки. У нас, не забываем, да, что череп имеет рельефность у нас, да, что вот это освещенная, самая освещенная часть. Она, в принципе, вот затрагивает всю лицевую. Боковые части выступают, поскольку у нас лоб всегда меньше,
чем череп по бокам выступает. Мы их тоже выделяем, например, тенью, да? Чтобы понимать, что у нас есть объем у нашего эскиза. Вот такие тени можем нарисовать. Тени также у нас в тенях будут вот эти вот боковые зубы. Тени у нас точно так же будут вот здесь, где нос. Так, ну вырисуем нос получше, более черный. Что еще в тенях у нас? В принципе, и все. Вот ваш эскиз черепа. Если вы хотите нарисовать этот же самый череп сбоку, то же самое. Вот наш берем круг, делим на 4 части равные. Только уже сбоку пририсовываем прямоугольник. К нему трапецию. Здесь у нас будет треугольник. Здесь у нас глазница. Отросток. Также скашиваем угол, подводим сюда. Здесь у нас эта же самая трапеция будет показывать. Мы ее потом точно так же скашиваем, да? Круглая получается. Зарисовываем. Зубы, боковые зубы. Черный нос, черная глазница. И вот вам, в принципе, тот же самый. Доводим до этого самого, до кругляша. И вот вам тот же самый череп, только сбоку. То же самое выделяем здесь тени какие-то. Вот у вас два черепа. Достаточно простая схема. Еще раз повторяем. Круг. Делим его на 4 равные части. Пририсовывая по центру прямоугольник снизу, затрагивая пополам. Здесь точно так же прямоугольники с боков. Рисуем трапеции глаз. Можно чуть-чуть зайти вот сюда, да? Трапеции глаз. Здесь рисуем треугольник носа. И дальше мы уже вырисовываем его. Дуги у нас идут около глазниц. И мы глазницы исправляем. Здесь отросток рисуем. Скашиваем уголок. Доводим сюда. Сглаживаем глазницу. Делаем дугу вокруг. Отросток. Скашиваем уголок. Подводим сюда. Плавненько. Рисуем зубы, как хотите. Можете один есть, другого нет. Можно вот так нарисовать. Рисуем боковые. Просто прямоугольничек. К ним зубы. Здесь то же самое. Зубы. Закрашиваем карандашом самые темные места глазниц и носа. Потом с легонца легонечко даем тени по бокам. И вот ваш череп, в принципе, готов. Надеюсь, вам понятно было, как мы рисуем его. Это простой, очень простой способ, если вы не умеете рисовать. Если вы умеете рисовать, вы рисуете сразу. Например, да? Раз. Глазница. Нос. Все. Ваш череп готов. Прорисовывайте. Вы к этому придете. Начинайте тренироваться вот на этих кружках. И к этому придете, легко будете рисовать черепа. Это в Вархаммере самый распространенный вид фрихенда. Это череп. Научившись его рисовать, вы сможете рисовать, украшать свои фигуры рыцарей, титанов, даже солдатиков. На наплечников рисуем черепа, что я, кстати, иногда делаю. Тени также запоминайте, да, вокруг носа будет. Ну, это уже как бы нам не так важно, да, ну, для восприятия общего. Еще раз повторю, берете картинку черепа, ставите на компьютере перед собой и можете срисовывать его. А можете сделать вот как я сделал. Вот наш череп. Мы его
потом перенесем в следующем уроке вот на вот это вот наплечник, на вот эту плоскость. Я вам покажу, как это делать. Пока что ваше домашнее задание. Рисуете череп, старайтесь. Одну бумажку не получилось, если вдруг вторую берете, третью, четвертую, пока не придете к тому, что вас устроит. Ваша задача, даже используя вот эти вот прямоугольнички мои, которые я рисую, достичь того, чтобы ваш череп вас устраивал. Он был более-менее похож на череп, анатомически верный, и который сможете вы точно так же потом перенести на свою деталь, которую вы будете рисовать. Вот это ваш первая часть нашего урока. Она простой, как вы видите сами, да? Если у вас возникают вопросы, скидывайте мне свои результаты по электронке. Или же в мессенджер, или по электронке, фотографии или видео, как угодно. Мы с вами правим, обсуждаем нюансы. Запоминаем сразу сейчас. У черепа есть самое освещенное место. Это его лоб. Второе по освещению место. Это если мы смотрим, да? Это его лицевая часть. Вторая часть. Менее освещенные боковины. Совсем не освещенные в тени. Это вот эти вот совсем, за дугами глазными. Я обозначаю их цифрой 4. И точно так же вот здесь вот, где боковые зубы. Это совсем не освещенно. Запоминаем, это надо лучше всего выделить. Вот как мы вот здесь выделили, да? Видите, да? Освещение. Где-то темные части, где-то светлые. Все. Чтобы у вас было представление потом, когда мы будем рисовать, как мы рисуем объем уже краской. Нам краской надо будет повторить все вот эти вот наши наброски. Для этого набросок лучше всего прорисовать от и до. Максимально. Если вы захотите венок сюда нарисовать, да, на этот череп, рисуем венок. Если хотите, конечно. Это уже просто достаточно. Листочки, 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 листочки. Все. Череп с венком. Захотите венок отсюда нарисовать, то же самое. Там уже листочки. Все. То есть богатая палитра возможностей для вас, как потом это все использовать. Но основное в Warhammer это череп. Поэтому я вам предлагаю научиться его рисовать. Все, ребята, урок окончен, первая часть. Тренируйтесь, даю вам 2-3 дня. Приступаем далее ко второй части. Жду от вас ваших черепов. Больше черепов к трону Бога черепов.